Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф. Наводнения, штормы, извержения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. Ну а мы начинаем и переносимся на Филиппины. Тропический шторм Рамиль, также известный как Фэншэн, 18-й циклон сезона на Филиппинах, нанес мощный удар по восточным и центральным районам страны, вызвав масштабные наводнения и оползни. После первого выхода на сушу в Губате 18 октября шторм продолжил сеять хаос, затопив улицы Рохас-Сити на острове Панай и вызвав эвакуацию тысяч жителей. По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб, максимальная скорость ветра достигала 65 км в час с порывами до 90. За сутки выпало более 200 мм осадков, спровоцировав разлив рек и переполнение канализации. Несмотря на то, что Рамиль ослаб, проливные дожди и наводнения продолжаются. Спасательные службы продолжают эвакуацию населения и оказывают помощь пострадавшим. Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в Шанхае из-за возгорания литьевого аккумулятора пауэрбанка в ручной кладе одного из пассажиров. Инцидент произошел на борту рейса CA-139, следовавшего из Ханчжоу в южнокорейский Инчхон. Во время возгорания полет проходил на высоте около 10 тысяч метров. Бортпроводники быстро отреагировали и потушили огонь, используя бортовые огнетушители, что позволило избежать травм среди 170 пассажиров и членов экипажа. Чтобы обеспечить безопасность полета, командир экипажа принял решение об экстренной посадке в международном аэропорту Шанхая Пудун. Пассажиров позже пересадили на запасной самолет для завершения рейса. Авиакомпания Air China сообщила, что ведется расследование. Этот случай подчеркнул растущие опасения по поводу безопасности литий-ионных батарей в авиаперевозках, которые в последние годы были причиной нескольких инцидентов с задымлением и возгоранием на борту. В Китае пауэрбанки без соответствующей маркировки безопасности запрещены на внутренних рейсах с 28 июня 2025 года. Вечер 17 октября на Большом острове Гавайев превратился в огненное шоу. Вулкан Килауэа, один из самых активных на планете, начал 35-й эпизод своего извержения в кратере Халеймаумау. Два мощных фонтана лавы взметнулись на высоту выше, чем знаменитый Empire State Building в Нью-Йорке, создав этим захватывающее зрелище. Согласно данным Гавайской вулканологической обсерватории, извержение стартовало в 20 часов 5 минут в северном жерле. Фонтаны лавы быстро достигли 150 метров. Через 2 часа фонтан лавы из южного жерла взлетел почти на 460 метров. При этом северная достигла пика в 330 метров. Общая продолжительность извержения составила 7,5 часов. За это время потоки лавы из фонтанов покрыли около 2/3 дна кратера Халеймаумау. Как отмечают вулканологи, это самая высокая пара фонтанов, наблюдавшаяся за все время извержения с 2024 года. В субботу в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат-Шах-Джалал в Дакке вспыхнул крупный пожар, из-за которого пришлось приостановить все рейсы.
Огонь охватил грузовой терминал, где хранились импортные товары. Инцидент был локализован через 3 часа совместными усилиями пожарных управления гражданской авиации Бангладеш, пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны. Полеты возобновились только спустя 6 часов. Хотя жертв нет, огонь уничтожил медикаменты, телекоммуникационное оборудование и текстиль на сумму, по предварительным оценкам, в сотни миллионов долларов. Это уже 3-й крупный пожар в стране за 5 дней. Управление гражданской авиации Бангладеш сформировало комиссию по расследованию причин инцидента для установления источника возгорания и реализации мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Разъяренный бык устроил погром в турецком городе Невшехир. Инцидент произошел 18 октября, когда сорвавшееся с привязи животное атаковало машину на одной из улиц города. На видеокадрах видно, как бык с разбегу бьет рогами по кузову автомобиля, нанося ему серьезные повреждения. Жители, наблюдавшие за происходящим, были напуганы. После долгих попыток усмирить быка, хозяевам удалось поймать и обезвредить его, используя усыпляющий дротик. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Как сообщается, животное сорвалось с привязи на близлежащей ферме, где использовалось для сельхозработ. Из-за продолжительных ливней 2 удаленных региона Индонезии, город Субул-Салам в провинции Ачех на севере Суматры и Самаринда в провинции Восточный Калимантан на острове Калимантан, одновременно столкнулись с масштабными наводнениями. В Субулу-Саламе река Лая-Сурайя вышла из берегов, из-за чего под воду ушли жилые районы и дороги. Уровень воды местами достигал 1,5 метров. Вода затопила сотни домов, деревенские дороги и национальную трассу, из-за чего движение транспорта оказалось парализовано на участке протяженностью почти 100 километров. 20% домов остаются без электричества. Пострадали 3569 человек, но многие из них отказываются эвакуироваться, беспокоясь за имущество. В Самаринде, административном центре Восточного Калимантана, наводнение затронуло 12 районов, уровень воды колебался от 50 сантиметров до 1 метра. Серьезно пострадала инфраструктура. Один из участков главной дороги обрушился, движение было временно остановлено. Сообщается о повышенном уровне воды в районе плотины Эйр-Нипис, из-за чего был увеличен сброс. Затоплено около 200 домов, пострадали 31 500 человек. Движение на ключевых артериях остановлено, школы закрыты. Общая численность пострадавших в 2 регионах превышает 35 тысяч человек. Жертв нет, но последствия серьезные. В пострадавших районах власти объявили чрезвычайную ситуацию. Эпичное обрушение 28-метрового бетонного зернового силоса произошло в Мартинтоне в штате Иллинойс. Примечательно, что не имеющий отношения к делу вызов скорой помощи в этот момент, возможно, спас жизни людей. Сотрудник скорой помощи, прибывший на элеватор Donovan Farmers Co-op Elevator для помощи водителю грузовика, который себя плохо чувствовал, заметил вздутие на бетоне и арматуре зернохранилища на его северной стороне и предупредил персонал. В результате внезапного разрушения конструкции высыпалось 1057 кубометров соевых бобов. Также был выведен из строя главный трансформатор, снабжающий город электроэнергией. О пострадавших не сообщается. Построенный в 1972 году, силос не выдержал, огромная нагрузка, накопленная за годы, привела к деградации бетона. Этот инцидент подчеркивает хронические проблемы американского агросектора. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 90% зерновых бункеров США старше 30 лет, при этом средний срок службы составляет 20-25 лет. Субботний вечер в Брисбене и окрестностях превратился в хаос из-за мощного шторма, сопровождавшегося градом. Эпицентр пришелся на север Брисбена. В Самфорде и недалеко от Кеблчера градины диаметром 4-5 см падали как и ледяные бомбы, покрывая землю слоем до 10 см.
Это было как апокалипсис. Небо потемнело за минуты, а потом град забарабанил по крыше, как пулемет, рассказал житель Самфорда. Стихия сопровождалась сильными порывами ветра. В Далби и Амберли ветер сломал и повалил десятки деревьев, повредил инфраструктуру и десятки автомобилей. В результате непогоды в Брисбене и окрестностях около 5000 домов остались без света. По данным Бюро метеорологии Австралии, это был один из самых интенсивных штормов сезона. Обошлось без жертв. Ущерб оценивается в миллионы долларов. Около 50 автомобилей столкнулись на юге Финляндии в районе города Лахти на трассе Нилостия, где из-за сложных погодных условий образовалась скользкая дорога, а видимость резко ухудшилась. В одной из самых крупных аварий пострадало около 40 автомобилей. По сообщениям полиции, причиной аварии стали внезапно опустившийся туман и мгновенно образовавшийся гололед. Один из водителей рассказал, что дорога превратилась в каток за считанные секунды. В результате аварии пострадали 12 человек, 2 из них получили серьезные травмы. Дорогу закрыли в обоих направлениях до стабилизации погодной обстановки. В другом районе также произошло несколько столкновений. Там перевернулся грузовик с цистерной и заблокировал дорогу, что потребовало дополнительных усилий по устранению последствий. Власти призвали водителей быть предельно осторожными и учитывать опасные погодные условия во время поездки. Вчера в центральном деловом районе Гонконга на башне Чиначем вспыхнул крупный пожар, охвативший строительные леса. Возгорание произошло в задней части здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и спустя 12 минут уровень опасности был повышен до 3-го уровня. К месту происшествия были стянуты 36 пожарных машин, 15 машин скорой помощи и 184 пожарных. Было задействовано несколько гидравлических платформ для борьбы с огнем на высоте. Во время пожара спасатели вызволили 4 человек из здания, в том числе 3, которые оказались заблокированы в лифте на 23-м этаже. Еще одного человека пожарные обнаружили на лестничном пролете. По меньшей мере 4 человека были госпитализированы, 2 мужчин находятся в критическом состоянии из-за отравления угарным газом. Пожар в одном из самых оживленных районов Гонконга вызвал широкий резонанс. Для установления причины и обстоятельств пожара создана следственная группа. Рост вспышечной активности на Солнце, отмечавшийся в конце первой половины октября и отправивший индекс вспышечной активности впервые с 20 июня выше красного уровня в 8 единиц, не привел ни к каким существенным последствиям для магнитосферы Земли. А вот поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, которую вот уже 4 месяца фиксируют на нашей звезде ученые, вчера вызвал рост возмущений геомагнитного поля, которые после 9 часов утра достигли уровня слабой магнитной бури. Это 3-я на текущий момент магнитная буря в октябре. Ожидается, что продолжительной и более сильной магнитной бури не станет, а геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника. Активность Солнца также подарила наблюдателям по всему миру в эти выходные яркие полярные сияния. Хотя это и не была сильная буря, она достигла уровня G1, достаточного для того, чтобы заряженные частицы Солнца взаимодействовали с атмосферой Земли. Полярные сияния были замечены в северных штатах США, в Канаде, России, Скандинавии, Шотландии и северных регионах других стран. В это же время активная область 42-46 в дыму и пламени уходит на обратную сторону Солнца. Трудно даже примерно оценить запасы энергии, которые выбрасываются здесь сейчас Солнцем. С 10 октября область произвела более 100 вспышек, в том числе 25 событий уровня М. С 15 октября здесь начались крупные выбросы плазмы в плоскости земной орбиты, но к этому моменту активный центр уже ушел с линии Солнце-Земля. Только первый из выбросов имел возможность задеть планету, остальные формировались уже на полностью безопасном расстоянии. В настоящее время в центре продолжаются мощные взрывы, только за вчерашний день здесь произошло 5 М вспышек. Через 2 недели, в первых числах ноября, область, совершив полсолнечных оборота, снова появится в поле зрения Земли на противоположном левом краю Солнца, но, скорее всего, уже полностью разрушенная, остывшая, мертвая.
10 человек госпитализированы в результате обрушения балкона в жилом комплексе в Цинциннати, в штате Огайо. Обрушение произошло в пятницу на 3-м этаже многоквартирного дома недалеко от кампуса университета. По данным капитана полиции Цинциннати Стивена Бауэра, на балконе собрались студенты, чтобы отметить окончание большого экзамена. Внезапно деревянная конструкция оторвалась от здания и обрушилась. Один из пострадавших борется за жизнь, остальные получили травмы различной степени тяжести. Пожарные и полиция расследуют причины обвала, подозревая перегрузку конструкции, но точное число людей на балконе в момент обрушения остается неизвестным. На острове Итуруп спасли бычка, который застрял в болотистой канаве и провел там почти неделю. Хозяйка животного рассказала, что бычок пропал еще 12 октября. Сначала искали сами, потом подключились соседи. Несколько дней поиски не давали результата, пока неравнодушные жители не услышали тихое мычание недалеко от района Елки. Подойдя ближе, они увидели животное, увязшее в болотистой канаве. Бычка из нее удалось освободить с помощью троса. Вечером в субботу жители нескольких регионов России и Казахстана стали свидетелями редкого астрономического явления. В небе пролетел яркий болид, оставляя за собой эффектный зеленый след. Вспышку наблюдали жители обширной территории, включая Новосибирскую область и Астану. Яркость болида была настолько сильной, что его было отчетливо видно даже сквозь деревья. Ярко-зеленый оттенок, по данным экспертов Американского метеорного общества, обычно вызван высоким содержанием магния в составе метеороида. Появление болида совпало с другими астрономическими событиями, такими как пик метеорного потока Ориониды. Хотя пока нет официального подтверждения, что болид был частью этого потока, это вполне вероятное объяснение. Индийская провинция Идукки превратилась в зону бедствия из-за интенсивных осадков, вызванных началом северо-восточного муссона. Интенсивные осадки привели к наводнениям в районах Кумили и Нидумкандам. Множество домов оказались затоплены, что привело к эвакуации местных жителей. В регионах Перумаде и Удумбанчола были зафиксированы случаи схода оползней, что усилило риски для населения. В разгар наводнения потоком воды смыло туристический фургон, припаркованный возле отделения банка. К счастью, в момент инцидента в фургоне никого не было. Из-за повышения уровня воды сверх допустимых норм администрация Тамил-Наду была вынуждена открыть все 13 затворов плотины Мулла-Перияр и затворы плотины Калар. Это привело к сбросу в реку Перияр большого объема воды, который усугубил наводнение. Власти штата Керала из опасных зон провели эвакуацию более 500 человек. Жители призывают находиться в режиме готовности, поскольку ожидаются дальнейшие осадки. Индийское метеорологическое управление предупреждает о формировании 2 систем низкого давления над Аравийским морем и Бенгальским заливом, что может принести в Южную Индию еще больше дождей в течение 48 часов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.